Монголо-российские... Короче, друзья, я нашел караоке. Водочку нашел, да? Не знаю, как вы, а я очень люблю шпроты. И здесь они тоже есть. Ну, недешево, так скажем. Друзья, всем привет! С вами Денис Ким. Я сейчас нахожусь в Сеуле, в столице Южной Кореи. И сегодня я в преддверии Нового года решил найти оливье. Да, вы не ослышались, сегодня мы выясним, можно ли, находясь в Южной Корее, найти место, где подают этот вкусный салат и готовят ли его так же, как у нас. Также мы пройдемся по магазинам и посмотрим на цены на привычные для нас продукты и выясним, можно ли это оливье приготовить дома. Может быть, если даже повезет, найдем селедку под шубой. Видео будет интересным, поэтому досмотрите его до конца. И сегодня я не один, сегодня со мной мои друзья, это Марк, вы его помните из выпуска про корейский рынок, если еще не смотрели его, обязательно посмотрите. Привет, привет. И со мной еще Алекс Пак, но я его называю доктор Пакман, потому что он врач. Привет, только не говори, какой я доктор, ладно? Хорошо, в общем, ребята мне сказали, что в обычных щиктанах корейских мы не найдем оливье, поэтому мы идем в так называемый русский район, он называется Тондэмун, и это практически центр Сеула и достаточно красивое туристическое место, и для меня, если честно, загадка, почему он русский. Скорее всего, не то, что русский, он больше русскоязычный, я бы сказал. Там ребята с Казахстана, с Узбекистана, и, наверняка там крутая еда, но надо прочекать сначала. В общем, мы сейчас... кстати, куда мы идем? Блин, да мне кажется, что сейчас так холодно и сыро в Сеуле, хочется как-то согреться и физически, и душевно. Я предлагаю пойти прям в солнечный Самарканд. Ага, ну вот видите, мы даже в заведение идем, которое называется Самарканд. Попробуем там оливье, селедку под шубой. О, кстати, если повезет, может быть, даже попробуем морковку по-корейски. Там же наверняка есть морковча. Конечно, даже детский ресторан, да без всего. Блин, надо было хангуков с собой взять, чтобы они попробовали нашу корейскую еду. Пройдя совсем немного от станции метро, мы достаточно быстро начали встречать вывески на русском, а также рекламу привычных для нас блюд. Повернув на соседнюю улицу, вывесок становилось все больше. Русской и узбекской речи стали слышать чаще. Однако по количеству заведений и рекламы создавалось ощущение, что мы в монгольском районе. Монголо-российские... Короче, друзья, я нашел караоке. Здесь он называется Норебан, и здесь, смотрите, есть монгольские песни, русские песни, написано с ошибочкой, но все равно прикольно. Так как мы еще не были голодными, первым делом было решено зайти в продуктовый магазин и ознакомиться с ценами на продукты. Смотрите, тут все прям на русском, вот колбаса говяжья, прекрасно. Сейчас попробуем найти докторскую колбасу. Майонез Махеев тут есть. 9300 вон. Я здесь покажу, сколько это стоит в рублях. Блин, ребята, здесь даже творог есть. Вообще классно. А есть кто-нибудь, кто любит курт? Здесь, друзья, вот тоже можно его приобрести. Опа, кажется, я нашел. Морковча, морковка по-корейски. А еще, смотрите, здесь есть капуста квашеная. И мой любимый хей из требухи. Это прям редкость. Смотрите, здесь такое. Саша, что ты там нашел? Водочку нашел, да? Я самое... Любишь русский стандарт? Или предпочитаешь белугу? Соджу. Соджу. И тундра есть. Сколько здесь тундр? 12 тысяч вон. Есть за 10. Есть за 10? Поменьше? Если хочешь проснуться на следующее утро. Каша гречневая. Перловая каша. Нифига. Ой, тушенка есть. Горошек даже в стеклянной бутылке. Слушай, ну вот этот бренд я не знаю. Я знаю только Бондюэль какой-нибудь. Ну, да, конечно. Только самое лучшее. Смотрите, тут хлеб есть. Такой вот, как мы его знаем. И булочки всякие. Кайф. Оливье что идет хорошо? Ну, водочка мы уже посмотрели. Советское шампанское. Да, точно. Вообще класс. Классика. Ну что, значит, Новый год можно праздновать, да? Можно и нужно праздновать. 8,5 тысяч вон. Ну, недешево, так скажем. Можно и водички попить, в принципе. Не, водичка это не наш метод. Ладно. Огурчики обязательно. Анкл Ваня, дядя Ваня.
но почему-то огурчики по-берлински. Ну, Ваня сменил гражданского, видать. 10 500. Так, мы нашли зеленый горошек, но, насколько знаю, нет же проблем в Корее с зеленым горошком. Нет, главное, что проблем не было после того, как ты его употребил. Так, 4200 вон. Кукуруза есть. Это для тех, кто любит какой-нибудь крабовый салат с майонезом. Обязательный атрибут для каждой хозяйки. Здесь есть пищевая сода даже, ребят. Блин, мне кажется, здесь все вообще можно найти. Все, что хотите. Так, ну и макарошки, конечно же, есть. 3000 чего? Ну, в принципе, нормально, доступно. Есть и кефир, есть и ряженка. 6300 и 6000 вон. Сосиски куриные. Тут вообще все есть. Ты заметил, как написано? Написано кефиры. На корейском кефиры, на английском кефир. Ну и здесь тут точно наверняка кефир. Может быть, это здесь уже производят? А вот ряженку не переименовали. Ой, я нашел докторскую колбасу. Блин, такая здоровая вообще. Сколько она стоит? 1500 за килограмм. Ну, не, вот есть поменьше. 500 грамм, ну, 10 тысяч. Не, выгоднее вот эту брать. Ну, вообще, уже примерно прикидываю, не дешевый оливье получается в Корее. Не знаю, как вы, а я очень люблю шпроты. И здесь они тоже есть. На новогодний стол в самый раз. 3500 за 160 грамм. Чаек. Вообще, в Корее достаточно сложно найти хороший чай, говорят. Абсолютно верно. Поэтому здесь есть возможность взять чаек. Как раз есть у нас тематика Нового года. После жирного оливье хочется попить горячего, хорошего чая. А к чаю обычно всегда хочется что-то пожевать. Например, сушки. Отличный маркетинг. Глаз радуется просто от всех этих русских букв, названий. Только нули немножко смущает. Друзья, в этом магазине я нашел готовые салаты, очень много продуктов из России, очень много продуктов из СНГ. Там есть, наверное, все. И, в принципе, знаете, я даже нашел там уксусную эссенцию, потому что здесь в Корее этого нет. Здесь просто есть рисовый уксус, там 6%, либо там 9%, либо яблочный. А вот если хотите приготовить какой-нибудь хе, то здесь можно купить уксусную эссенцию непосредственно для этого. В принципе, тут все есть для оливье. Я думаю, там картошку и непосредственно какую-нибудь, что там еще в оливье идет? Морковку можно купить на здешнем рынке. А вот всякие, типа колбаса докторская, солененькие огурчики, все это здесь есть. Цены местами, конечно, немного кусаются. По сравнению с теми же ценами, которые, например, к которым я привык в России, они выше среднего. Но если у вас стоит цель приготовить оливье, либо селедку под шубой, вы можете сюда прийти и приготовить, точнее купить и приготовить. А еще здесь продаются готовые салаты. Вы видели, морковь-чай есть, здесь есть кейс-трюбухи, но это корейские салаты. Но также мне сказали, что здесь можно приобрести уже готовое оливье, готовую селедку под шубой, мимоза даже есть. В общем, друзья, можно жить. После магазина Саша нас повел в темные переулки, где нас с Марком посетили тревожные мысли о том, хороший ли Саша врач и не собирается ли он сдать нас на органы. Однако, пройдя через эти темные места, мы очутились на очень интересной улице, где явно доминировал узбекский колорит. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. О, пахнет как надо. Ты будешь на Новый год готовить селедку под шубой? Зачем у меня здесь ты? Я не знаю, нужен ли рецепт оливье на моем канале. Ставьте лайки, если хотите это увидеть. Друзья, искали оливье, в итоге нашли борщ, манты, плов, даже самсу нашли. В общем, мне очень все нравится, очень вкусно пахнет. Сейчас будем пробовать. И начну я непосредственно с борща. Борщ выглядит потрясающе. Здесь, естественно, я не знаю, только это сметанка либо майонез. Но я люблю и со сметаной, и с майонезом. Цвет такой насыщенный. Картошечка. Прям как дома. И самое, знаете, что важное?
Не надо досаливать, здесь по соли все хорошо. Обычно, знаете, как приносят борщ или плов, и его вечно хочется посолить, а здесь нет, здесь прям все идеально в этом плане. Смотрите, какой большой кусок мяса. Оно прям тает во рту. Борщ однозначно зачетный. Мне нравится. Я в том году был в Ташкенте на свадьбе своего друга. У меня вот одна деталь, так сказать, запомнилась вообще на очень долго. Ташкентский чай. Ну, мы были в Ташкенте, попробовали еду и всегда приносят чай. Чай, он не просто туда заварку кладут, там сахар и так далее. Туда добавили мед. Еще на самом деле много ингредиентов, которые я не помню, если честно, но чай просто восхитительный. Там не было сахара, но он был сладкий. И, не знаю, вкуснее чая, в общем, я не пробовал. Здесь сейчас попробуем, какой он. Что-то непонятно. Может, тебе сахара положить? Ну, здесь, откровенно сказать, чай не такой, как в Ташкенте. Он какой-то, ну, обычный чай, который мы привыкли пить. Что ты хотел за 2000 вон? Я хотел ташкентский. Ну, на самом деле, я прекрасно понимаю, о чем говорит Марк. Нюанс в том, что я видел, что заказал Денис. Там был узбекский чай, но Денис заказал просто черный. Да, поэтому... А что ты не сказал, что надо заказывать? Ладно, у меня тоже есть история. Я наслышан про этот чай, узбекский чай. Я тоже жил в Ташкенте 2 месяца. Я пришел в самый большой ресторан самого знаменитого плова на районе. Прихожу туда, сажусь и с видом знатока, это был мой первый раз, с видом знатока говорю: так, плова, я знаю, что прекрасно идет ваш знаменитый узбекский чай. Мне его, пожалуйста, принесите. И все, я жду свой заказ, приносят плов, приносят соленья, все, и приносят чай. И я так смотрю, вот чайник, и вот как-то вот какое-то такое странное мне было подозрение. Я вот так вот его немножко разворачиваю к себе и вижу знаменитый узбекский чай. И оттуда висит бирка Greenfield, и внутри плавает лимон. Вот. Так что, наверное, я что-то не то попробовал. Но в любом случае было вкусно. Нормальный чай. Здесь в Корее достаточно сложно найти вкусный и хороший чай. Просто чай. Так, ну что, главный герой сегодняшнего видео — это оливье. Давайте его попробуем тоже. Красиво оформлено. Кстати, здесь оливье не с колбасой. Здесь явно мяско. Оливье зачетное. Мне нравится. А еще здесь есть селедочка под шубой. Смотрите. Я люблю, когда селедочка, правда, внизу. И когда ее чуточку побольше. Если ищете оливье либо селедку под шубой в Корее, знаете, есть районы, есть места, где можно вкусно покушать эти блюда. Друзья, не знаю, как у вас, но в моей семье мама постоянно на Новый год готовит плов и манты. И обратите внимание, сколько здесь много мяса, прям не пожалели. Плов, естественно, с говядиной. Так, плов рассыпчатый, как я люблю. Кстати говоря, хотите рецепт плова на моем канале? Ставьте лайки. Вымогатели лайков. Вкусный плов. Мне очень нравится. Знаете, как я люблю готовить плов? Я обычно использую рис дивзира. С ним он получается вообще мега вкусный. Он такой темненький по цвету получается. Блин, плов зачетный. Но вот его бы я чуть-чуть посолил. И, кстати говоря, манты — это тоже важный атрибут на столе в моей семье на Новый год. Давайте попробуем манты. Сочные. Знаете, это не какая-нибудь пародия с фаршем. Здесь прям рубленое говяжье мясо. Простите, но это очень вкусно. Самсу обожаю вообще. Офигенно. Просто здоровски. Точная, хрустящая. Явно готовил в тандыре. Интересно, мне тут, наверное, действительно есть тандыр. И еще я заказал шашлык из баранины. Я люблю и из свинины, и из говядины, но с бараниной это прям мой топ.
Я просто обожаю баранину. Не знаю, как вы. Если любите баранину, ставьте лайки. Сегодня эта фраза будет звучать, наверное, очень часто. На самом деле, я под большим впечатлением. Я уже привык просто к корейской еде, ну, к тому, что здесь все заведения, это по большей части именно корейские щиктаны. Но здесь я чувствую себя прям как дома. Такой нежный соус принесли. Это что, кетчуп? О! Все вкусно. Чай, конечно, простой, но надо было, наверное, заказать правильный. Шашлык офигенный. Последнее, что я сегодня попробую, что я заказал. Мне очень интересно. Морковка по-корейски. В следующий раз я, наверное, сюда приду со своими друзьями-корейцами, имеется в виду хангуками, и буду угощать их вот непосредственно морковчой, оливье, пловом, и посмотрю на их реакцию. Ребят, вы должны тоже все это попробовать. Блин, очень вкусно. Короче, место удачное. Я рад, что мы сюда зашли. И, судя по всему, мы сейчас все с вами обожремся. Так, ну наконец-то не прошло и получаса. Окей. Ой, спасибо. Это вечная проблема друзей. Нет, ты кушай. Друзей фудблогера. Пока он все не снимет, никто не ест. А, вы, наверное, тоже будете, да? Давай. Нет, ешь, я уже попробовал. На самом деле, я сюда прихожу, то есть проделываю такой невероятно долгий путь в 35 минут от дома, только ради того, чтобы восхититься пловом. Слушай, а вот в твоей семье, вот несмотря на то, что мы корейцы, но согласись, всегда на какой-нибудь праздник обычно готовится плов, что-то типа вот мантов там и так далее. В твоей семье так же было? Обязательно. Если какое-то мероприятие, то обычно готовят очень много, чтобы помимо того, чтобы наесться от пуза, в течение 3 дней можно это есть, Новый год — это самая тема. Там готовят на неделю вперед, еще когда гости ходят, им с собой дают. Вот такая вот традиция. Вот такая вот мультинациональная еда на столе. Давай, ешь. Скажи свое мнение. Ты наверняка уже много раз пробовал здесь плов. В этот раз тоже хорошо? Я на самом деле здесь на районе много где побывал и попробовал плов, но именно вот здесь самый вкусный плов. Отлично, ешь манты. А я поем борщ. А борщ, кстати, здесь ты пробовал? Борщ я не пробовал. Но я уверен, что он вкусный. Ты же из Москвы. Почему ты не ешь борщ? Это все стереотипы, как будто мы только едим борщ и пьем водку. Ладно, может, водочки закажем? Ну нет, это стереотипы. Какая же водка без соленых огурцов? А я не видел, кстати, возможно, тут они есть. Они тут есть, соленья. Ешь давай манты. Окей. Я хочу твою реакцию на манты. Шок-контент. Алекс ест впервые манты в этом заведении. А ты был вообще в Узбекистане? И ты ел там манты, плов? Похоже все? Очень похоже. Я, кстати, не был ни разу в Узбекистане. Надеюсь, как-нибудь там побываю. И хочется сравнить то, что готовят у нас, то, что готовят здесь, и то, что готовят там. Ну, тут, смотрю, ребята как раз из Узбекистана, поэтому уверен, здесь все правильно и хорошо с рецептурой. А вот шашлык ты пробовал уже? Я нет, просто сначала ты на него накинулся прям шумпура, а потом Марк Короче, все, что касается мяса, мне можно доверять 100%, поэтому пробуй оливье. Вот оливье самый мой любимый салат. Это удивительно, в детстве терпеть не мог оливье. Но с возрастом что-то поменялось, и оливье мой самый любимый салат. Я так не любил в детстве, знаете, тушеную... Готовить? Нет, готовить как раз таки любил. Я не любил тушеную капусту с мясом. А теперь вообще меня за уши не оттащишь. Ее солянка — это же типа суп, но, насколько знаю, солянкой тоже тушеную капусту называют. Ну что, оливье как? Слушай, блин, офигеть. Ты заметил, что там не капуста, там не колбаса, там мясо? Да, там сытный такой. Да. Офигеть, очень вкусно, прям как дома. Но уверен, Денис может приготовить его лучше, сделать на это рецепт и будет приглашать дегустаторов. Ну тогда это... вот для чего ты предложил. Это хитрец. Это был мой коварный план. Прийти сюда, попробовать оливье. И ты такой, я могу сделать лучше. Спорим? Не спорим. Ладно. Типичный кореец. Ой, я так наелся. Друзья мои, все тоже очень сытые, очень вкусно у вас. Скажите, пожалуйста, да, вы давно открыли это заведение? Давно, да. Давно? Сколько, лет 10, да? 20 лет. 20 лет уже здесь? Да.
Офигеть. А скажите, просто мы пока ели, я обратил внимание, сюда и хангуки заходят тоже Да, кушают. корейцы А заходят. что обычно заказывают? Ну, они основном шашлык кушают, самсу, плов, Все мясное, в общем, да? да, все такое? мясное кушают. Блин, ну здорово. Вообще у вас самса очень вкусная. Я сразу обратил внимание, что наверняка в тандыре здесь готовите. Да, в тандыре А готовят. тандыр сами делали или... Вот, готовят тандыр. Офигеть, круто. А вообще, когда приходят сюда хангуки, они заказывают там что-то типа вот как раз-таки оливье или селедку под шубой, или они вот чисто потому, что им больше ближе? Ну, они много кушают морковный салат, как кимчи. Да, морковча, да? Морковча, да. Потом баклажановый салат, салат свежий. Потом селедку с картошкой люблю они. А водочку заказывают? У нас водки нет. Блин, я, кстати, не обратил внимания. Да. Все, я понял. Вы объясняли хоть раз, что это корейское блюдо, но которое из СНГ? Они вот, когда морковчу кушают, они говорят, как готовится вот это. Вот как готовится. Им нравится вот это морковча, много кушают. Нравится? Да. Я просто слышал разные мнения, что кому-то нравится из корейцев, кому-то не нравится. И, всегда все удивляются. Я вообще обратил внимание, что вот прям много столов сидело с корейцами. Рядом с нами, позади, там еще сбоку. Вот еще кореец пришел, ест. Было очень вкусно, спасибо вам большое. Да, я думаю, еще приду к вам не раз. Друзья, вы все сами видели, еды было очень много, еда была очень вкусная, здесь очень гостеприимный хозяин. И знаете, я вам так скажу, если вы находитесь в Корее и скучаете по привычной для вас еде, с этим здесь нет проблем. Вы просто приходите в этот район, заказываете, приходите в такое вот заведение, магазин, который я показал, и можете найти все, что угодно. Гречку, можете найти докторскую колбасу, можете прийти в это кафе и покушать плов, оливье, манты, шашлык. В общем, с этим здесь проблем нет. Сразу скажу, что из-за того, что эта еда по местным меркам весьма экзотическая, она, конечно же, не дешевая. Если сравнивать с походом в корейский Шиктан, здесь выйдет немножечко дороже, потому что, наверное, в силу специфики именно доступности ингредиентов. Но, тем не менее, если вы хотите просто порадовать себя уже привычной, любимой для вас едой, то, я думаю, можно немножечко потратиться. Но я надеюсь, что видео вам понравилось, и вы поддержите его лайком. Также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и напоминаю, что с вами был Денис Ким, мои друзья Марк и Алекс. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!